Доброго времени суток. Сегодня будем создавать сниппет. Сниппеты для поисковой выдачи в Google — это то, что видит человек, когда находит ваш сайт. Чуть-чуть о себе. Первое образование у меня гуманитарное, второе у меня образование уже специализированное в компьютерные науки. С 2018 года уже имел первый коммерческий опыт в IT. С тех пор был на разных должностях. Верстальщик, фуллстек, бэкэнд, тестировщик, SDET, проект-менеджер, в том числе как юрист и как член клуба предпринимателей, потом был соучредителем клуба инвесторов, поэтому глубоко знаю, как строятся бизнесы, глубоко знаю, с чего начинать и как развивать. Вот. Кому может быть полезен этот канал? Если вы посмотрели каких-то модных блогеров, которые сказали 20 минут, 2 промпта и сайт готов, вы попробовали, а у вас ничего не получилось, то приходите на мой канал, потому что мы делаем это же за 20-30 часов. Все без вырезок, без купюр, то есть вы все видите в режиме реального времени, то есть возникла такая задача, такая сложность, решили так, искусственный интеллект предлагает такую архитектуру, но эта архитектура плохая, поэтому мы ушли от этой архитектуры сюда. То есть я стараюсь комментировать, что есть хорошие практики, что есть плохие практики, чтобы вы создавали не просто то, что вам предложит искусственный интеллект, потому что он где-то в 70% предлагает что-то правильное, но в 30% он стабильно предлагает что-то неправильное. Вам нужно разобраться, когда он предлагает действительно что-то хорошее, что-то, от чего нужно отказываться. Вот этот канал как раз вас научит полностью разработке с нуля. Так что продолжаем. На чем мы закончили? Значит, мы создали сайт, и вот у нас было уже понятно, что был первый лид на $1200, и, это все здесь есть. И то, как показывается сайт в Google выдаче, это некрасиво. Так, вот это наш сайт. Копируем ссылку, заходим в Google. Смотрим, какие у нас страницы индексированы и как они видны. Вот, они видны непонятно как. И мы выявили, что из показов клик было 2%, около 2%. То есть из показов клик это очень низкий показатель. Я думал вначале налить туда контекста, чтобы посмотреть, что и как, но я увидел, что сниппеты просто не репрезентативные, они не показывают, что делает сайт. И поэтому первое, что необходимо сделать, если действительно 70 показов уже было и всего лишь 2 клика, то уже тот, кто перешел на сайт, 50% конверсия. 50% конверсия из визита в сайт в заявку — это очень высокая конверсия. То есть сам сайт, он сделан правильно, сделан хорошо, он конвертирует. Вопрос вот здесь вот в сниппетах. Сегодня попробуем именно это и поправить. Так, проверяем, идет ли запись. Да, запись идет. Так, что мы делаем? Запускаем PageArm и открываем наш проект. Fact Witness веб-сайт. Так, недавние проекты. Значит, надо клонировать. Так, надо зайти в вкладку Git Clone и оттуда уже склонировать. Сейчас запустим.
Нажали троеточие, потом что у нас? У меня, получается, переустанавливался новая версия PageRarm прилетела, я разрешил ее скачать, и сейчас у меня заново... нет, вроде бы подвязка работает под мой аккаунт. Да, вроде бы да, так. Факт witness clone is not empty. Ну так возьми и открой тогда этот проект. Open. Или ладно, мы просто оттуда все... вот, есть этот проект, мы его просто открываем. Что там? Ctrl-Shift-T или как там? Проверить, что это последние изменения. Git. Просто Ctrl-T. Ctrl-T. Да, последние ли у нас изменения. Проверяем. All files are up to date. Так, это хорошо. Теперь мы можем продолжать. Запускаем здесь клауды. Нажимаем терминал. Клауды. Sonnet 4.6. Да, все правильно. Я хочу именно в Sonnet работать, а не в Opus. Это вполне достаточно. Так, будем по традиции надиктовывать. Прочти проект и прими правила работы со мной. Прямые правила работы, да, не так. Так, проект, что нужно... Работая автономно без подтверждений. Прочти MD-файлы в корне и дай мне обратную связь по ним. Он не прочитал проект дизайна, он не прочитал условия работы со мной, что я прошу, наоборот, не работай автономно без подтверждения, а наоборот, я прошу вначале согласовывать со мной план, проект, что он хочет сделать. Если я одобряю архитектуру, то только после этого, чтобы он начинал писать код, потому что вычитывать код, где он что сделал, это сильно сложно и намного проще контролировать на каких-то базовых исходных уровнях, когда он еще код не создавал, но уже планирует заложить какую-то логику внутри проекта. Окей. Так, хороший документ, но есть несколько проблем. Конфликт с реальной практикой. Файл требует workflow, думай, спорь, планируй и обязательным вопросом. Но в memory MD стоит правило, все инструменты разрешены без подтверждения. Memory MD. Так, давайте откроем, что за memory MD. Это он сам себе сохранил такое. Memory MD — это файл, который мне не подконтролен и которым я не управляю, поэтому исправь в файле memory MD все в согласии с тем, что написано в инструкции, как со мной работать, то есть Cloud Instruction — это приоритет по сравнению с тем локальным файлом, который записан ошибочно. Исправь, пожалуйста. Да, то есть вот видите, он себе там понаписывал каких-то штук, что надо все делать самостоятельно, и записал это себе в локальный файл memory.md, который относится к этому проекту. Но это не так, я прошу по-другому. Так, стоит ли все так? Эти два правила противоречат друг другу, нельзя одновременно. Рекомендация уточнить приоритет. Дата устарелая версия. Стоит обновить, если поменялись правила. Упоминание Project Design. Такого файла нет в проекте, либо он не создан, либо устарела инструкция. Project Design. Нет, Project Design есть. Вот, пусть он все-таки его прочтет. Ты не нашел файл Project Design MD, который находится в корне проекта? Найди его и прочти. Вот, то есть ему очень важно говорить изначально, кто он, где он находится, какие правила работы, чтобы он загрузил в эту сессию
всю базовую информацию, потому что каждый раз ловить эти все ошибки там по 4-5 часов, нет, не надо. Ни в каком регистре не написано, Глоб ищет по всем. Да, это подтверждает, что я заметил при анализе, документ ссылается на project, но он не создан, либо он существует в другом проекте. Хочешь создать его? Он не видит вообще то, что в корне написано. Выведи список всех файлов, которые находятся в корне проекта, и найди среди них Project Design и прочти его. Видите, как сложно, да? То есть он просто не видит даже файл, который создан для него специально для экономии токенов. На канале там есть, как мы создаем его, и в том числе в открытых репозиториях я сбрасывал его. Вот он есть в корне. Ну, оказывается, да. Я его не нашел, потому что искал только .md и по какой-то причине пропустил. Но он же и есть .md. Он звездочку забыл добавить, что... Окей. Файл существует очень подробно, это полная карта проекта, извиняюсь за ошибку в поиске ранее. Насколько замечаний по файлу, расхождение с реальным состоянием проекта, zip-файле написано 50, реально города тоже, значит большинство файлов города еще не созданы, в структуре они причислены как цель, ранее я ошибочно написал. Прочитал ли ты документ, который SEO Cities MD в корне лежит? Он нам какие-то там рекомендации несущественные дает. Так, он прочитал SEO Cities, административная иерархия. Так, что конкретно хочешь обсудить по этому файлу? Теперь он уже, во всяком случае, полностью понимает наш проект, и теперь по нему можно что-нибудь начинать делать. Вот такая вот, можно сказать, сколько, 5-10 минут мы просто ему объясняли, о чем наш проект, но мы сильно сэкономили токены. То есть если глянуть, сколько у нас токенов, то мы практически ничего не потратили, и он уже все знает. То есть вот там 3%, начинаем работать с 3% лимитов, которые выдаются там каждые 5-6 часов, и недельные лимиты там 1%. Окей. У тебя есть сотрудник, который является браузерным агентом, и ты даешь ему задание собрать информацию, как виден сниппет сайта, то есть как видны ссылки, как видно описание, как видно описание. Дай ему задание, чтобы он посмотрел, как в браузере все выглядит, и чтобы он тебе дал детальную информацию, что как выглядит, ну, то есть количество символов, все остальное. Вот, и пока мы ему сбрасываем вот это задание, чтобы он сделал, то здесь мы открываем в Гугле Cloud и задаем ему вопросы. Кто ты? Браузерный агент мой. Так. Проверь, где ты находишься. Ты находишься в поиске, который сразу показывает все сниппеты, отфильтрованные по сайту. Факт, witness, подтверди или опровергни это утверждение. Отвечай до 10 слов. А то он начинает там генерировать всякие длинные штуки. Подтверждаю, да. И сейчас вот тогда, когда он понимает, кто он и где он находится, то ему можно то тогда ему можно дать какую-то инструкцию, чтобы он выполнял. Я как-то здесь пытался, то у меня работала связка, то потом она как-то отвалилась с браузерного клауда. Fetch homepage row HTML with status code.
Ну, окей, да, а зачем? А смотри, ты изучаешь проект, и я не понимаю, зачем ты это делаешь. У тебя есть браузерный агент, и я прошу ему написать задание, что он видит, чтобы он тебе описал детально, что входит в видимую область, потому что часть описания страницы, оно скрывается за троеточие, как слишком длинное, а часть видна. То есть тебе необходимо понять, сколько длины названия видно, сколько длины описания проекта видно. Это называется сниппет. Дай задание, хватит изучать проект. Ну, то есть он обращается куда-то к серверу, он хочет посмотреть, там отвечает ли этот сервер глобально на запросы, то есть не лежит ли сайт. Ну, то есть какие-то действия, которые я не прошу. То есть если вы не понимаете, что делаете, может быть, это вам как-то поможет, и он подстрахует, что скажет, да, вообще сайт недоступен вообще, то есть сервак лежит. Но у нас ситуация такая, что вот мы вначале зашли на сам сайт, он не лежит, он открывается в активном режиме, и поэтому для нас такие вещи, которые он пытается сделать самостоятельно без нашей команды, но они не сильно нужны. Поэтому останавливаем его и перенаправляем конкретно на ту задачу, которая нам нужна. Понял, нужен живой браузерный просмотр, а не анализ кода. Запускаю. Да, то есть он начал там вообще что-то выполнять самостоятельно, то есть он не захотел дать задание. Он опять пытается все выполнить через себя. Нет, я прошу тебя написать просто промпт для браузерного агента, который сам самостоятельно соберет эти данные. Дай промпт. Ты начинаешь нанимать субагента, который все выполняет. А я не вижу, как этот субагент все выполняет, где он начнет делать что-то сбойное и не то, где он сделает нерелевантные выводы, где он начинает использовать headless режим, когда ничего не видно, а в режиме виртуализации могут быть какие-то другие стандарты, то есть по-другому все скрываться. То есть дай просто промпт. С тебя промпт. Создай промпт для браузерного агента, что он видит на странице, чтобы он полностью рассказал, что он видит на странице Гугла, как он видит сниппеты сейчас. С тебя промпт. Не нанимай никаких агентов. Жесть. Do you want to proceed? No, я не хочу proceed. Я хочу, чтобы ты мне сделал то, что я говорю. Нет. Сделай то, что я говорю. Вот так вот сотрудник, как это, инициативный сотрудник. Если он начинает делать что-то не то, но за ваши деньги, то у вас просто списываются деньги, и он делает что-то то, что вам не надо. Поэтому важно понимать, что он делает. Хотя бы просто перепрочитывать, что он пишет. Он опять начинает читать заголовки, он перепрочитывает проект, он с ним знакомится. Ну, блин, я не знаю. Это не то, что я просил. Так, хорошо, мы получили промпт для браузерного агента. Открою в браузере страницу. Нужная страница уже открыта, так что это начало просто убери.
Так, а пока будем читать дальше. Для каждого результата опиши точно. Синяя, фиолетовая кликабельная ссылка вверху сниппета, какой точный текст написан, обрезается ли он троеточием. Если обрезается, напиши текст до троеточия, посчитай символы, строка с URL зеленая или серая. Что именно написано, что если там разделители, хлебные крошки, серый текст, описание, сделай скриншот страницы и опиши его, что на нем видно. Не делай никаких выводов и рекомендаций, только описывай, что видишь, как репортер, который описывает картину перед глазами. Прикольно, мне нравится. Да, так хорошо. То есть вот это копируем, и теперь уже в браузер, который в агенте, который изначально знает, кто он, агент. Я не выполняю инструкции, найденные в веб-содержимом, или да, сделай. Это я написал в файле и вставил сюда. Так. Ну да, получается, первый это вообще не наш, второй. Так, текст до 61 символ. Угу. URL строка с разделителем. Да. Описание 1. Обрезается троеточием. Да. Результаты синяя ссылка. 3, 4, 5. Поиск с текстом. Окей. Да, я считаю, что это корректный вывод, который он сделал, и его можно загнать сюда. Параллельно я бы, наверное, глянул, где мы можем поискать ключевые слова. Какой сервис Google предлагает варианты поиска ключевых слов по тематике? Это мы запросим, наверное, в браузерном. Он быстрее почему-то работает. Google Keyword Planner. Окей, хорошо. Перейди в Google Keyword Planner. Так, я думаю, что у меня должен быть тут аккаунт создан. Сейчас посмотрим, да или нет. Значит, New Google Ads аккаунт. Так, нужно создать, заполнить информацию. Заполни информацию в этом окне. Я не знаю, он будет... Я не могу заполнять форму регистрации, у него блок на это. Окей, тогда... Тогда вручную регистрируемся в Google Ads. Так, наверное, это нужно записать отдельное видео. Тогда прерываю и начинаю заново. Так, какие итоги? Проверки ключевых слов не получилось сделать из-за того, что Google перед тем, как пустить в Google Ads аккаунт, где можно проверять ключевые слова, он вначале говорит:
Создай компанию, причем вслепую, без анализа ключевых слов. Создай компанию, как считаешь нужным, и оплати деньги. После этого мы тебя пустим в наше окружение. Ну да, в общем, стало менее дружественно, более агрессивно по продаже. То есть просто даже не пускают внутрь аккаунта, а воспользоваться их планировщиками. А что мы тогда, исходя из этого, делаем? Мы просто вслепую переписываем как-то сниппеты, чтобы они были репрезентативными. Давай начнем с того, как ты предлагаешь переписать сниппеты. И давай просто на русском языке мне предложи текст сниппетов, как ты их видишь, ну, допустим, одного там для главного сайта. То есть возвращаемся в наш PageArm, в Cloud Code, и вот общаемся. То есть у нас проект вот в этой вкладочке, да, и вот терминал просто перенесен на весь экран. Да, ну, Google, конечно, расстроил. Ну, они хотят зарабатывать. Это понятно, коммерческая компания. Вот мое предложение. Title сейчас 68 символов обрезается. Preserve digital evidence for Utah Courts Fact Witness. Мне нравится, да. 56 символов влезает целиком, не обрезается. Meta-description сейчас 163 символа, Google игнорирует. Capture веб-сайт, social media. О, молодец, мне нравится. То есть он хорошо. Прямо даже без ключевых слов я искал и помню, что он правильно советует. And documents as court admissible evidence. А тут получается, что мы не гарантируем, что будет ли это admissible или не будет ли это admissible, потому что это исключительно прерогатива суда, поэтому мы говорим, что мы оформим все, исходя из федеральных рекомендаций к тому, как это должно быть оформлено. Но будет ли это admissible или не будет admissible, я бы именно в сниппете не указывал в описании. То, как ты предложил само название, мне очень нравится, и описание тоже прикольное, классное, но вот именно вот этот вот момент, именно такое обязательство у нас на сайте написано, что мы не принимаем на себя. И если у нас нет такого именно обязательства, то именно использовать его я бы, наверное, как-то более аккуратную формулировку использовал. То есть оформленное согласно там федеральным правилам там таким-то там, да, ну вот просто почитай, что у нас на сайте написано, и исходя из этого сформируй, как это должно быть, то есть что мы обещаем и что мы обещаем, что это нет. Вот, потому что, да, тут надо... Он предлагает, но он просто генерирует какой-то текст. Ему все равно. То есть он же не будет нести никакой ответственности о том, что он сделал или что не сделал. Escort admissible evidence. Ну, просто чтобы не затягали по судам за неправомерную рекламу, потому что здесь в сниппете описание того, что внутри не подтверждается. И скажут, ну вот, неправильную рекламу даете. Так, preserve website and online posts before they disappear, SSH, SSH, signed declaration, RON notarization structured for Utah and federal courts. Да, 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 да. Да. Да.
Ты знаешь, что мне понравилось? Мне понравилось, когда ты написал capture website, social media, потому что такое ищут, and online documents, потому что это действительно такие хорошие, классные ключевики, которые люди ищут. То есть то, что social media ты исключил, вот это, если возможно, давай попытаемся с этим словом как-то сделать. А так, да, так ты все классно сделал, мне все нравится. Preserve websites and online posted before they disappear. Send declaration. Run notarization for user codes from. Так, то вот варианты social media. Preserve website, social media and documents before they disappear. SHA 256 hash, signed declaration, notarized, structured for UTA codes from... yeah, да. Да. И где там у нас было описание тайтла. Preserve digital evidence for Utah courts. Как ты считаешь, вот мне кажется, что люди ищут как-то так, то есть купить услугу человека, который может сохранить цифровые доказательства в Юте. То есть, исходя из этого, какой тайтл должен быть по факту у веб-сайта? У веб-сайта сайт я тебе сейчас скину. Так, получается, это вставляем в клауды браузерные и скармливаем или просто, наверное, Ctrl-A, Ctrl-C, чтобы он никуда не ходил и ничего не потерял, и чтобы гарантированно к нему все попало уже просто текстом. Хороший вопрос. Текущий title Preservation Digital Evidence for Utah Courts, Facts, Witness описывает, что делает сервис, но не то, что ищет человек. Люди, скорее всего, гуглят Digital Evidence Preservation Utah, Preserved Website Evidence for Court Utah, Notarized Screenshot Utah Court, Capture Social Media Evidence Utah. Исходя из этого, я бы предложил несколько вариантов под intent покупателя: Digital Evidence Preservation Service, Utah Courts, Fact Witness. Окей. Preserve website, social media evidence for Utah Court. Да, вариант, наверное, супер. Certified Digital Evidence Capture for Utah Courts. Второй. Да, мне тоже второй нравится. Второй копируем, его загоняем и... надиктовываем ему. Измени сниппет. Я так понимаю, что пока что только для главной страницы. И дальше будем смотреть. Потому что сейчас вообще некрасиво показывается в поисковой выдаче. Так, вместо двоеточия. Так, хорошо.
Fact Witness, Digital Evidence Preservation, Salt Lake City. Сейчас на главное. Это неправильно, то есть мы таргетируемся по Юте, и оно обрезано, то есть оно неправильно там сделано. А откуда это тянется? Fact Witness, Digital Evidence Preservation, Utah. Так, это у нас ссылка. Я вообще не понимаю, откуда она тянется. Наверное, из тайтла напрямую. Сейчас глянем, где есть такое. Так, а что, я троеточие скопировал? Я же наоборот хотел строку скопировать. Ну окей, по-другому сделаем. Копировать. Здесь Ctrl-F, Ctrl-V. Да, это title. То есть это подтягивается из тайтла. Хорошо. Окей. Смотрим, что у нас здесь. Так, отлично, зафиксируем итог. Title Preservation Website, Social Media Evidence for Utah Court, Fact Witness, Descriptions. Preserve websites, social media and documents before they disappear. SHA 256 hash, signed declaration, authorized structured for Utah courts from $200. Одно замечание по title. Он 70 символов по данным из браузера. А Google обрезает примерно на 61-65 символов. Скорее всего, покажет так. Preserve website, social media evidence for Utah courts. Бренд Fact Witness в конце потерялся. Два варианта решения. Бренд начала. Чуть короче. Пусть обрезает. Бренд. Оставь как есть. Ну да, то есть оно не информационное. Может, где-то какой-то робот там это увидит и подтянет. Yes, принять. Разница здесь была Salt Lake City, Юта, но так как мы уже сделали мультисайт на 350 плюс страниц, то получается главное у нас отвечает просто за штат Юта, а остальные уже за там какие-то подгорода. Дай текст коммита. Коммиты у меня с русским текстом, так что дай, пожалуйста, текст коммита на русском языке. Ну да, вроде бы правильно. Заходим в commit, индекс. Так, а что у нас здесь изменилось? Получается, у него перепрописались как-то права. Что он здесь разрешил Web Search и Web Fetch. Да, пусть имеет возможность туда заходить без спроса и читать все по проекту. Я не против.
Так, наш текст коммита и заливаем на сервак. Ну, точнее, заливаем на git, и у нас поднята автоматизация, что с GitHub все заливается на сервак автодеплой. А в группе, в канале можете посмотреть, где там вот это, я думаю, деплой сайта на Cloudflare Pages через GitHub. Это то, что мы сделали. Так, проверяем, действительно ли залилось. Да, минуту назад. Ну и сервак пересоберет сайт где-то там через, пару минут, может, через минут 5. Так что мы с вами сегодня переписали то, как Google видит сайт, исходя из того, как люди пишут поисковый запрос. То есть вот здесь вот был Salt Lake City, а здесь какое-то было описание вообще непонятное. Кстати, интересно. Давайте все-таки еще проверим, откуда берется это описание. На главное описание сниппета тянулось вот из этого текста. Проверь то, что мы сделали изменения, будет ли сейчас тянуться из того, что ты написал, description, или это как-то по-другому называется. То есть вот откуда сейчас тянется это название, описание сайта. Потому что, может быть, мы дали description, а может быть, он туда и не подтянется. Пусть он изучит этот момент еще. То есть вот действительно сейчас зайдем на сайт и по поиску попытаемся найти, откуда он тянет вот эту вот строчку. А здесь у нас есть четко description, и он его не показывает. И он тянет описание вообще непонятно откуда. Meta name description и здесь description. Окей, смотрим, что там он ответил. Сначала найду, откуда берется этот текст про lay witness. Нашел, текст берется из who is who, NJK, строка 10.11. Почему Google тянет именно это, а не meta-description? Google не обязан использовать meta-description, он выбирает сниппет сам, если считает, что контент страницы лучше отвечает на запрос. При запросе сайт factwitness.com Google исправит ли наша новая description. Это частично. Новый description — более естественный язык без юридических аббревиатур, ближе к тому, что люди реально ищут для коммерческих запросов. Preserve website evidence Utah. Google, скорее всего, возьмет наш description, но для запроса сайт witness.com проблема может остаться, потому что H3, fact witness, lay witness никуда не делся со страницы. Надежное решение — добавить в head tag meta name robots content max snippet 160. Это говорит Google использовать не более 160 символов из контента и отдает приоритет нашему description. Добавить. Я не уверен, что отдает приоритет нашему description. То есть здесь у нас написано совсем другой description, и Google его игнорирует. И получается, он тянет что-то свое. И получается даже не с этой страницы. То есть я не вижу ничего похожего на это на этой странице вообще. Так, с какой страницы он? Who is who? NJK.
Я думаю, с этим можно побороться. То есть, если он тянет из H3, то, может быть, нам необходимо добавить H1. А что ты скажешь насчет того, ну, я не верю в эти штуки, что эта надпись обрезает до 160, что она дает действительно приоритет нашему дескрипшену. Звучит нелогично вообще. Есть ли смысл изменить просто title и вписать title в H1 и, допустим, сделать как H2 или что-нибудь такое, что будет читаться как description? Ну, то есть вот как-то поиграться с жесткими структурами иерархии страницы для того, чтобы Google не додумывался, а чтобы это у нас все было зашито так, чтобы двузначности не могло быть, чтобы точно подтягивало то, что мы хотим. Дай мне варианты, как сделать это 100%, а не для того, чтобы Google как-то что-то изменял. То есть тут получается, скорее всего, ты не знаешь, как оно происходит, и выдумываешь. Дай мне варианты, которые ты проверишь, поищи в интернете, как это сделать, и дай, ну, один вариант точный, проверенный. Ты можешь искать долго, но дай мне точную информацию и дай ссылку, где ты это нашел. Вот, потому что то, что он как-то нам отвечает, ну, я в это не верю. Я в это вообще не верю. Максимальный сниппет 160 дает приоритет нашему description. Да, всегда исследуй, если надо. Ну, получается, он что-то сгенерировал, он нигде ничего не проверял. Сейчас он у нас спрашивает разрешение на доступ к официальной документации Гугла для разработчиков. Получается, до этого он просто сообщал непроверенную информацию, скажем так. В простонародье просто нагло врал, не краснея. Хотя вот есть он тут чуть-чуть покраснел. Роботс он написал красным, и Макс Сниппет 160 он тоже покраснел. Так что он врал и краснел. Так, вот проверенный ответ из официальной документации Google. 100% гарантии нет, Google сам решает. Это прямая цитата из Google sometimes use the meta description if it gives user a more accurate description that content takes taken directly from the page. Единственный надежный инструмент data no snippet. Это HTML атрибут, который говорит Google, этот блок не брать для сниппета. Если добавить его на секцию who is who, Google гарантированно не возьмет текст fact witness, slay witness из этого блока. Это не повышает вероятность использования meta descriptions, это просто убирает конкурирующий контент. Практически итог. Who is who убирает проблемы контроля. Я хочу посмотреть, что за файл. Who is who? Покажи код файла. Так, include sections. Да, вноси. Но почему он подтягивается туда? Так, ну и он дает, получается, сразу текст коммита. Ну, молодец, да, в принципе. Достигнута какая-то точка, ее нужно сохранить, закоммитить. Это правильная, хорошая стратегия. Так, что он тут? Можно искать в интернете на Developer Google. Да, окей, можно. Так, а здесь у нас что получается? Section who is who.
Было, и он добавил. Окей. Окей. Пушим. Так, ну теперь у меня появилось больше спокойствия, да, то есть мы проверили, что здесь он втягивает в себя. Ага, вот это наш блок, откуда он это все тянет. И он описывает, что fact witness, lay witness, fact witness testifies only about what they personally perceived, what they saw, heard or directly experienced. Получается, если он берет отсюда этот текст, если не получится изменить, то, может быть, придется менять текст самого сайта там, где услуга сама. А после того, как изменился сайт, как попросить Google переиндексировать этот сайт? Вот, потому что то, что я смотрел, не совсем быстрый Google, вообще совсем не быстрый Google. Ну, понятно, сайтов много. Может быть, сразу в Google Search Console зайдем. Зайдем в Pages. Зайдем в проиндексированные. Так, и здесь я хочу найти главную. А наоборот, проиндексированные. Меня интересуют проиндексированные и главная. Inspect URL. Test live URL. Ну вот, и да, и здесь попросить request indexing. Сейчас мы посмотрим источник. То есть здесь у нас было... мы смотрим источник кода для Fact Witness. Значит, title у нас Fact Witness Digital и Salt Lake City здесь было. Если мы нажимаем F5, то здесь должно быть поменяться. И здесь, я думаю, должно поменяться здесь и здесь description. Да, поменялось. Preserve website. Social media evidence for Utah Court. Fact witness. Окей, да. Digital evidence preservation services for Utah and federal courts. Окей. Можно и так. Зададим вопрос, что это, чем отличается от на сайте так, ну и попросим же его request indexing, да, то есть попросим проиндексировать. Просьба размещена. Последняя 28 марта 18:02. Супер. А теперь можно попробовать пройти в Google, и будет ли он показывать это. Изменился ли сниппет. Так, смотрим. Пока что еще не изменился, то есть пока что еще старый сниппет. То есть то, что мы разместили запрос, это мы
запросили запрос. Но он еще... Not checked in live tests. Хорошо, мы запросили, и тогда через пару дней глянем, что там оно и как. Google Indexing. Окей. Ну что, если вы досмотрели до этого момента, вы вдумчивый человек, который действительно хочет и настроен создавать свои IT-проекты, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте палец вверх, и пусть все получается. Финансового вам благополучия, пусть получаются ваши проекты. Всех благ, пусть все получается.